Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В одном из предыдущих видео я рассказала способ стопроцентной носки гель-лака без сколов. В этом видео узнаем, какой же результат, как модель проносила покрытие, были сколы или нет. Будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях и поехали! Так выглядят ногти моей модели. Спустя месяц они прилично отросли, покрытие на месте, сколов нет, но на больших покрытие слезло. Возможно, моя модель ставила как-то неправильно руку в лампу, хотя обычно этот момент я контролирую. Если посмотреть с обратной стороны, можно увидеть, что натуральные ногти отслаиваются от акригеля. Поэтому сегодня было принято решение сменить форму квадрат на овал. Выполним снятие. Видим, что материал отлично держится в зоне свободного края, но тем не менее в зоне кутикулы есть отслойки. Поэтому я еще в поисках идеальной базы, подходящей этой модели. Перед работой фрезой хорошенько раскрываю карман кутикулы. И теперь выполняем опил. На данном этапе много времени на опил не трачу, чуть больше его уйдет после укрепления свободного края. Также прохожу пилкой 180 грит по поверхности, чтобы убрать отслойки. При форме ногтей овал вероятность скручивания в разы меньше, а значит и меньше вероятность отслаивания материала. Выполним комбинированный маникюр. Для этого использую алмазную насадку «Пламя». Кутикула у моей модели тонкая, поэтому выбираю именно ее. В положении форвард прохожу левые стороны. Также шлифую боковые валики. Особое внимание уделяю синусам. У моей модели глубоко посажена ногтевая пластина, поэтому нужно хорошо оттягивать валики. Затем переключаю направление вращения и прорабатываю правую сторону. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Для среза использую ножницы-твизеры, они очень удобны даже новичкам. При срезе основной критерий, чтобы ножницы стояли перпендикулярно ногтевой пластине, тогда срез у вас будет получаться единым. Ну и, конечно, хорошая прочистка пламенем на предыдущем этапе. Если у вас остаются мелкие заусенцы, после среза их можно зашлифовать алмазной насадкой. Скругленный обратный конус, также ее называют микрофон или ушная палочка с красной насечкой. Моя немного потемнела от сухожара. В положении форвард на небольшой скорости выполняю шлифовку. Теперь обезжириваю ногтевую пластину, очень тщательно убираю пыль специальными салфетками спиртовыми. Для улучшения сцепки наношу бескислотный праймер тонким слоем. Ногти моей модели сухие, поэтому не требуется дополнительное нанесение дегидратора. И каково было мое удивление, когда я увидела, что праймер практически весь впитался, испарился и не осталось липкой пленки на поверхности. Было принято решение нанести праймер второй раз. С таким я встречаюсь впервые. Теперь наносим базу тонким слоем. Эта база липкая, имеет хорошую сцепку. Я надеюсь, она подойдет моей модели, но тем не менее я все еще в поиске такой базы, которая будет держаться хорошо именно у нее.
На больших ногтях выполняем наращивание, для этого использую нижние формы бумажные. Отмечаю, делаю заломы, где нужно сделать насечки. Делаем небольшие надрезы ножницами, чтобы высвободить боковые валики. Снимаем форму с бумажной подложки, склеиваем и устанавливаем под ноготь. Для укрепления ногтей и наращивания буду использовать акригель. У меня светло-розового оттенка. Выкладываю небольшой шарик акригеля, распределяю кистью сначала в правую сторону, затем в левую и формирую свободный край. Очень важный критерий при работе с акригелем – это тщательное его прижатие к ногтю. Если материал будет плохо прижат, то это приведет к отслойкам. Просушиваем и снимаем форму. На остальных ногтях выполняем укрепление. Кладу шарик акригеля на свободный край сразу на 4 ногтя. В этом плюс акригеля, что он никуда не растекается и можно делать одновременно работу, чтобы не тратить время на просушку. Такой способ укрепления поможет и лучше гель-лак носить, и в том числе приподнять клюющие кончики. Такое укрепление занимает буквально несколько минут, то есть процедура намного не растягивается. Просушиваем, снимаем липкий слой и на этом этапе выполняем опил. В том числе проходим по поверхности, чтобы она была ровной и нам меньше пришлось выравнивать базой. Сейчас остается толщина на торце, которую впоследствии мы выпилим изнутри. В принципе, можно было сделать полностью укрепление акригелем. Тогда бы была вероятность повредить кутикулу при поверхностном опиле, а у нас уже сделан чистый маникюр, поэтому быстрее кутикулу достроить базой гель-лак. Снова убираем пыль и приступаем к выравниванию. У меня база светло-розового оттенка с мелким шиммером. Тонко промазываю ногтевую пластину в 3 движения, для того, чтобы следующая капля базы растекалась, распределялась. Ставим небольшую каплю в зоне кутикулы, а на свободный край практически не накладываем, потому что там у нас уже есть акригель. Быстро выполняя выравнивание, если есть пузырики, обязательно их лопаем, потому что они влияют на эстетику. Переворачиваем руку, распределяем материал в правильную архитектуру, помогаем ему. В принципе, эта база хорошо сама по себе разравнивается, буквально несколько касаний кистью. И когда видим ровный блик, ставим лампу на просушку. По такой же схеме выполняем выравнивание на остальных ногтях. Хотите знать больше о маникюре? Как сделать так, чтобы покрытие носилось без сколов, отслоек, а маникюр был безупречным? Приглашаю присоединиться к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением международного сертификата. Для подробностей переходите по ссылке в описании. На нескольких ногтях выполним дизайн, стемпинг. Для этого нам понадобится яркий розовый и желтый оттенок. И дизайн с бабочками. Наношу 2 оттенка поочередно и смешиваю между собой скрапером, для того, чтобы лаки перемешались и был эффект омбре. Отпечатываем, убираем все лишнее при помощи ролика и переносим на ногтевую пластину.
Мне очень понравился такой вариант дизайна. Если вдруг у вас есть проблемы со стемпингом, он никак не получается, я очень рекомендую вам посмотреть на моем канале ролик, где я рассказала все про стемпинг от А до Я. После его просмотра у вас точно все получится. Ногти с дизайном перекрываю матовым топом. На мой взгляд, так бабочки будут читаться еще лучше, будет смотреться намного интереснее. Остальные ногти покрываем глянцевым топом. Остатки лака, которые попали на кожу, протираю жидкостью для снятия гель-лака, то есть ацетоном. Именно он растворяет лак. Это еще не все. Не забываем про торцы. Для этого использую тонкую керамическую насадку, выставляю обороты 30 тысяч в положении форвард и прохожу справа налево, выпиливаю натуральный ноготь. Как я уже говорила в предыдущем ролике, нет ногтя, нет проблем. Подпиливаю торцы для четкости. Наш результат, как мы увидели, способ действительно рабочий, поэтому обязательно его используйте для того, чтобы клиенты ходили долго с покрытием, без сколов и без сломов. Ну а я желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!